4 ноября 1955 года страна стала совершенно иной. Совет министров СССР решительно отбросил буржуазный стиль в архитектуре с присущими ему излишеством и показухой. Новыми ориентирами должны были стать простота и строгость. Страна стала другой, люди остались те же. Строят железобетонные коробки, но восхищаются уютом старых особняков. А где их искать? В глухой провинции? Вот город Бирюч, целый заповедник купеческой архитектуры. Русский купец – это толстоватый, бородатый, с сальными волосами и пухлым кошельком. Самодур. Такой веселый образ купечества рисует русское искусство. И дома купцов должны быть под стать – широкие, коренастые, окладистые. Таким Бирюч был не всегда. До того, как сюда пришло купечество, городок выглядел достаточно скромно. Конец XVIII века. Бирюч – небольшой уездный город на юге России. Ничем не примечателен, живет своей тихой, размеренной жизнью. Церковь, тюрьма для порядка, дом городничего да пара хлебных магазинов. Что еще нужно для полного счастья? Население. Войсковые жители привилегированные – 3145 человек. Разночинцев – 55, священнослужителей – 27, дворян – 15 человек. Обычных деревянных обывательских домов – 539. Ни тебе промышленности, окромя казенного селитерного завода, да и тут не в самом Бирюче, по соседству, ни учреждения образования. Городские обыватели и стар, и млад упражняются в винокурении, рукоделии, столярстве, да дарами природы торгуют на местном базаре. А чем еще заняться? Училищ-то нет. Это пока. В 1788 году в Бирюче за счет казны открывают первое светское учебное заведение. Бирючу повезло, он считался знатнейшим городом Воронежской губернии, а значит, достоин и малого народного училища. Училище-то открыли, а вот как содержать его, так и не договорились. В результате первые 10 лет Бирючинское общество гражданства почти не выделяет средств. Здание в состоянии ветхом и плачевном. Учителя жалуются на скудное содержание. В 1793 году учитель Павленко-Богуненко писал, что неоднократно обращался к городничему, чтобы почаще напоминал жителям Бирюча давать деньги на содержание училища. Зимой проводить уроки было практически невозможно. Катастрофически не хватало свечей. Кое-как, дотянув до 1820 года, малое народное училище переводят в ранг уездного. С тех пор открывается новая страница в истории учебного заведения. Почти одновременно с ним меняется уклад жизни и всего Бирюча. Из тихого, заштатного он становится дворянско-купеческим, торговым городом. Промышляли в Бирюче в основном хлебопашеством. Избытки зерна за деньги сдавали на местные винокуренные заводы. Но прежде – торги. А вот для этих целей и нужна была ярмарка. Только где ее проводить? Купечество растет, развивается и уже не помещается со всеми товарами на нескольких прилавках. Выход – построить специальные торговые ряды. Все дороги и улицы Бирюча вели на ярмарку. Город был застроен по радиально-кольцевому принципу. Так что в центре оказывались те самые торговые ряды. Так вот, к ним в назначенный час и спешили местные жители. Потолкаться, поторговаться, да что там, просто выйти в люди. Говорят, строили ряды сами купцы. В смысле, на свои же деньги. Зворыкин, Тебеникин, Санжаров скинулись, и вскоре на торговых площадях Бирюча, Большой и Малый, появились два каменных здания с колоннами. Строение вереницей арок, непривычной для уездного города архитектуры, с удивлением смотрело на местных жителей, а те – на него. Зеваки, проходя мимо площади, нет-нет, да и сворачивали к торговым рядам. Не купить пару пудов муки, на диковинное здание полюбоваться. В стиле классицизма. Говорят, проектировал здание Матвей Казаков, в свое время придворный архитектор императрицы Екатерины II. По его чертежам еще Пречистинский дворец в Москве строили, да и не только его. Так вот, тот факт, что Казаков приложил к этому всему свою руку, говорят, всего лишь легенда. Точное авторство неизвестно. Ясно лишь одно – строили не местные и профессионалы.
Торговые ряды располагались аккуратно на пересечении важных торговых путей – Воронеж-Волоки, Острогожск-Новый Оскол. Бизнес местного купечества пошел в гору. Торговать на ярмарке и снимать сливки могли, наверное, или очень хитрые, или слишком умные. Смотрите сами. В Берковце было 10 пудов или 400 фунтов. В фунте 48 золотников, в золотнике 5 почек, в почке 4 пирога. Пуды и гривенники делились на четверти или же трети. В бочке было 4 четверти или 8 осьмин или 32 четверика. Вычитая дроби, иной раз говорили четверть без пол-трети четверика. Это ж без чарки медовухи не разберешься. Рядом с Бирючинскими рядами лавка купца Санжарова. Кирпичное здание на площади возвели почти одновременно с рядами. Мощные каменные стены с налетом готики тоже выбивались из приличной здешней среды. Говорят, архитектором был немецкий зодчий Штюлер. Оттого магазин, а здесь продавали в том числе и сахар, называли немецким. Предприимчивые купцы тут же развернули рекламную кампанию, невиданную для этих мест. Перед магазином сначала появился постамент, а потом на него водрузили огромную сахарную голову, кусок рафинада весом 1,5 пуда. Всяк желающий и мимо проходящий мог подойти и лизнуть лакомство. Рекламная кампания удалась. Само собой, после такого угощения ребятня уговаривала родителей отовариваться именно в этом немецком магазине. Ярмарки, городские базары по 3 дня в неделю, купечество расцвело. И, конечно, первым делом принялось строить себе дома. Тут, неподалеку от торговых рядов. Аптекари и банкиры, дворяне, владельцы небольших заводов и лавок. Вот кто мог тогда отгрохать себе, простите, такой дом. Будете в Бирюче, пройдитесь, например, по улице Альминского. Это как небольшое путешествие в 19 век. Некоторые дома так и остались безымянными. Кто был хозяином тогда, сегодня неизвестно. Но, к счастью, есть пара имен. Например, где жил Александр Николаевич Тебенихин, доподлинно неизвестно. Зато все знают, что здесь, в Бирюче, у него был собственный завод фруктовых вод. Фруктовую воду Тебенихина продавали в бутылках в засоснах Бирюче, Слободе, Алексеевка и Никитовка. Доставалось и хуторам. За 35 верст возили. Спрос на сладкий газированный напиток рос день ото дня. И хотя лимонад был ничего так себе, говорят, конкуренция производства закупила. Вот у меня такое чувство, что я уже здесь была. Старинные купеческие дома в Бирюче похожи друг на друга, словно братья. В глаза бросается одна общая деталь – каменный наличник над окнами. Может, мода была такая, а возможно, эскизы создавал один и тот же архитектор, бесконечно влюбленный в псевдорусский стиль. Кстати, нам с Лешей этот завиток сразу напомнил старые советские фильмы-сказки. Будто сейчас выглянет та самая бабушка из окошка и давай. Жили-были. Так, увлеклась. Пошли дальше. Дом баронессы Зоммер, согласитесь, выглядит немного иначе. Ну, она и дама была интересная. Чего ей только не приписывали. И мистику всякую, и масонство. Пожалуй, из самого безобидного во дворе она любила устраивать петушиные бои. Неподалеку от дома Зоммер, по другую сторону главной площади, в то время жил известный в Бирюче промышленник. Вот он, на углу Успенской и улицы 1 мая, дом Петра Ивановича Ковалищенко. Скромный такой дом, зато хозяин скромностью не отличался. Построил в Бирюче паровой маслобойный завод на 4 англо-американских пресса. Петр Иванович подсолнух в подсолнечное масло перерабатывал. Говорят, дюже вкусный и качественный продукт был. Дворянство оставило Бирючу много. Оно оставило историю. Строило основательно для себя, а досталось и нам. Улица Маркса, Альминского, Успенская, 1 мая. Если вы не были тут, вы не видели бирючан, потому что здесь его истинное лицо. Хоть и в морщинах, но довольное жизнью и собой лицо старого купца. Его сегодняшний товар – история. Он выгодно продаст вам все, что у него есть. Сколько стоит? Старик берет недорого. За одну историю – одну монету. Ценой в один ваш искренний, неподдельный интерес.